Всем привет! Это канал Мечтательница у моря. Меня зовут Саша, я живу в Новороссийске и рассказываю о своей жизни. Ребята, привет! У меня домашнее включение, потому что за окном идет дождь. Еще и ветер. Короче, не погулять особо, и, наверное, это хорошо, потому что будет меньше трат. Я обещала рассказать о том, ам, как прошел мой эксперимент по экономии. Прошло уже больше месяца, и могу сказать, что эксперимент мой, можно сказать, провалился. А все потому, что, как вы знаете, у меня была крупная покупка. Это камера, которую я купила. Но в целом я, конечно, стала меньше денег тратить на всякую фигню. Стараюсь задумываться об этом каждый раз, когда нахожусь в магазине, но не всегда получается. Иногда хочется себя побаловать. Трат много, как вы знаете. Жизнь на море без своего жилья, да, в принципе, и в любом городе сейчас без своего жилья, это определенные затраты. Вот, мне приходится платить за аренду, у меня есть платежи за мобильную связь, интернет, это тоже немало. Есть всякие рассрочки, кредитные обязательства, ну, все такое. В общем, поняли. Экономия продолжается. Вечная борьба у меня исполнять мечту, либо следовать здравому смыслу и не исполнять мечту, и не транжирить, не тратить деньги. Короче, пока ничего не побеждает, я в раздумьях, в том числе и насчет своего весеннего отпуска. Будет ли он вообще? Ну, то есть вопрос у меня даже так стоит, потому что сейчас, я думаю, может быть, не тратить эти деньги, отложить их на осень. Хотя, с другой стороны, кто там знает, что еще будет. Мы с вами пережили и пандемию, и все остальное. Короче, планы меняются, и планировать на какой-то долгий срок, ну, просто, наверное, неправильно. В общем, такие дела. Жизнь проходит дома, работа тоже дома. В общем, все хорошо. А как дела у вас? Пишите в комментариях. Хорошо, когда выходной, и можно проснуться попозже, не спеша, посмотреть блог какой-нибудь, сделать завтрак вкусный. Сегодня у меня такой вот моя зрительница кофе, водичка. напишет далее, это Короче, потому что такие в дела. прямом эфире. Выключила звуки посторонние. Короче, ребята, привет. Домашнее включение. Готовила шарлотку в необычном виде. Процесс не сняла, мне некогда немножко, но расскажу и покажу, что получилось. Надеюсь, получилось нормально, я еще сама не смотрела. Короче, я делаю ее в аэрогриле. Такой вот у меня аэрогриль. И в прошлый раз я делала шарлотку и делала ее в большой форме. И так получилось, что она получилась, но мне пришлось ее сильно допекать. И она не пропекалась в серединочке, видимо, из-за большой формы. И поэтому я решила, что шарлотку нужно печь в формочках для капкейков. Вот, поэтому смотрим. Вот так вот. Но я налила тут много масла и специально подрумянила ее сверху, чтобы была немножко такая вот корочка. Но она пропеклась 100%, потому что я ее 35 минут готовила при 160 градусах. И потом еще доделывала вот буквально 5 минуточек при 200 градусах, чтобы была вот такая вот черниночка. Короче, это будет вкусно. В 2 шарлоточных капкейках у меня манго,
и в 2 вареница. Посмотрим. Короче, вот такие вот получились маленькие капкейки-шарлоточки. Ну, с вареньем начинка немножко растеклась, потому что варенье все-таки было жидким и, ну да, неподходящее для шарлотки. А вот то, что было у нас с манго кусочками, вот они прям классно получились. На всю эту порцию я использовала 1 яйцо, по-моему, 3 ложки сахара больших с горочкой. И добавляла для консистенции, добавляла муку на глаз, добавляла немножко воды, немножко сливок, ну, потому что молока у меня нет. Плюс я добавляла еще разрыхлитель. И больше ничего. Мужчине, чтобы у него была такая женщина, которая может ему это сказать. Посыпал первый снег. Ну, здравствуйте, с почином. Вхожу в уютный дом, пристанище мое. Там на кровати спит мой собственный мужчина. Но собственность свою он вряд ли признает. Как больно видеть льва в окружности манежа. Горящий обруч, хлыст и властная аллея. Неистовый мой зверь, отзывчивый на нежность, из непокорных ты последний на земле. Мне жаль тебя будить, так спят щенки и дети, вдруг выпав из игры, раскинувшись во сне. За прирученных мы, как ходит в ответе, мужчина тихо спал, сливался с небом снег. Потерянной любви, заглянула во все окна, в которых вечером зажгли свет. Я трогала воду в море у всех берегов, где мог бы быть ты. Я прошла вдоль всех шумных трасс, пересекла все переходы, парки и бульвары. Я любовалась фонтанами и цветами, фонтанами и цветами. Где мог бы говорить со мной, где мог бы от дождя, солнца и сильного ветра. Я боялась случайно разминуться с тобой, поэтому я искала тебя в длинном платье, развивающемся на ветру. Чтобы ты точно заметил меня и подошел посмотреть в мои глаза и увидеть меня. Где мог бы говорить со мной, где мог бы видеть меня, где мог бы знать меня, целовать меня. Где мог бы говорить со мной, где мог бы видеть меня, где мог бы знать меня, целовать меня. Но я не нашла твой взгляд и тот луч света, под которым ты смог бы посмотреть на меня. Наступила ночь, в окнах гасили свет, стало совсем темно. Я стояла